Японский заварной бисквит – новое слово в декорировании тортов и десертов. Гибкий, плотный и при этом воздушный и, самое главное, вкусный корж, с которым очень легко и интересно работать. Начинаем! В первую очередь разделяем 4 яйца на белки и желтки. Они нам понадобятся по отдельности. Затем ставим на средний огонь сотейник с толстым дном и наливаем в него 50 граммов молока. Туда же небольшими кусочками нарезаем 50 граммов масла. Начинаем нагревать, а в это время просеиваем 70 граммов муки. Когда масло растворится, а молоко достаточно прогреется, пойдет пар, но еще не закипит, снимаем с плиты и засыпаем просеянную муку. Интенсивно вмешиваем муку в молочную смесь до тех пор, пока тесто не соберется в однородный комок, а стенки сотейника не станут чистыми. На пару минут возвращаем сотейник на огонь, не переставая вымешивать. Тем самым мы чуть-чуть просушиваем нашу заварную основу и даем глютену в полной мере раскрыться. Теперь даем тесту чуть-чуть остыть, и пока это происходит, ставим взбиваться 4 белка, которые мы отделили ранее. Постепенно добавляем в белки 55 граммов сахара. Взбиваем до мягких пиков, а можно и чуть дольше, чтобы пена стала стабильной. Аккуратно перекладываем белковую пену из чаши в миску, так как миксер нам еще понадобится. Помещаем в него нашу заварную основу и начинаем перемешивать на высокой скорости. Добавляем по одному яйцо и 4 желтка. После каждого как следует перемешиваем. По способу приготовления японский бисквит очень напоминает заварное тесто, в которое потом добавляются взбитые белки. Мы с вами его уже готовили вот тут. Кто еще не подписался на канал, обязательно сделайте это сейчас. Выключаем миксер и аккуратно спатулой соединяем тесто со взбитыми белками. Не используйте миксер, берегите воздушность белков. На этом же этапе добавляем в тесто пищевой краситель. Удобнее всего работать с гелевыми. А какими вообще бывают красители, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Все ссылки я оставлю в описании. Не забывайте ставить ваши лайки. Помните, что из-за белковой пены и выпекания цвет станет более приглушенным, чем мы видим сейчас. На противень кладем силиконовый коврик и выкладываем тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности. Из такого количества ингредиентов на стандартном противне 30 на 40 получается бисквит толщиной примерно 5-7 мм. Если вы делаете бисквит для рулета и хотите, чтобы он получился более пухлым, увеличивайте количество ингредиентов в 1,5-2 раза. А для выпечки более тонкого бисквита можно просто разделить количество получившегося теста на 2 противня. Выпекаем бисквит при температуре 170 градусов 8-12 минут. При этом внимательно следите за тем, чтобы он не начал подрумяниваться и менять цвет. Не бойтесь образовавшихся пузырей. Как только вы достанете бисквит из духовки, они моментально осядут. Сразу после выпечки накрываем горячий бисквит пергаментом и приглаживаем его полотенцем, чтобы он приклеился к бисквиту. Это нужно, чтобы убрать тонкий верхний слой бисквита, обнажив его мелкопористую структуру и равномерный яркий цвет. Когда бисквит остыл, аккуратно снимаем пергамент. И теперь его можно легко нарезать на нужные по размеру кусочки. Удобнее всего это делать роликовым ножом, обычным или фигурным. Но если его нет, то и любым кухонным. Что же делать с готовым японским заварным бисквитом дальше? Да все, что подсказывает вам фантазия. Им можно обтянуть торт, как полностью, так и по бортикам. Очень интересно смотрится обтяжка тортов японским бисквитом с вырезанными в нем окошками. Так как японский бисквит очень эластичный, им можно обтягивать не только классические круглые или квадратные торты, но и самые неправильные и причудливые формы. Из этого бисквита очень легко создавать различные элементы декора, которые потом размещаются на тортах или десертах прямо на финишный слой крема или на зеркальную глазурь. Эластичность и прочность японского заварного бисквита позволяет использовать его и в качестве основы для муссовых десертов. А еще именно этот бисквит используется для создания рулетов с рисунками и надписью. Но об этом в следующий раз.